Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Давно не виделись, но время горячее, отпускное, жесткое, я бы сказал. И не прямой, но эфир, но очень прямой разговор с Игорем Мосейчуком прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую наших уважаемых зрителей, подписчиков канала «Шелест». Ну, начать наш разговор я бы хотел с общей рамки того, что обсуждается неоднократно, и мы с вами, наверное, уже не один год это обсуждаем. Зеленский превращает Украину в страну камикадзе. И вы знаете, вот эти там очередной склад Wildberries, которые поразили, сегодня отчитались, вот Опять эти все... Валберес. Ну так, какой еще склад? Не, Озон не, пусковая установка, как он обещал, не, а Валберес да. У меня вопрос, сколько, кому, как, что, ну. Где кого заказать можно? Касса где? Ну, понимаете, в чем дело? Только Одесса стоит, вырубается электричество вокруг, логистика и, собственно, суда не ходят. Только заправки конкретно вычищаются в конкретных районах, там, территориальных общинах, создавая серьезнейшую проблему для всех вокруг. Только удары наносятся и утюжится Запорожье, как, ну, я не знаю, просто как за родину, знаете, просто выносится все. И, собственно, в ответ нам говорят, будут еще какие-то новые удары. Действительно, вопли по поводу там грядущей зимы вот этих всех экспертов воспринимаются уже, собственно, как анекдот. Корецкий собирает каких-то предпринимателей, говорит, давайте что-то делать. А что можно делать, Игорь Владимирович? Смотрите, первое, вы правильно говорите, Зеленский превращает Украину в страну камикадзе. И уже несется наша страна просто на всей скорости в какую-то цель, где она должна разлететься, разбиться, взорваться, загореться и так далее. Ну, давайте по порядку. Одесса. Одесса заблокирована, Одесса горит, Одесса без электричества, без портов. Продукты питания не довозятся, потому что склады выбиты. Там по заказу Валберес бьют, а тут так, подряд всех, 18 в один день, второй там 3-4 сегодня ночью, то есть методически. Вот противник выбивает все четко, всю логистику рушит. Не по заказу Валберес, как вот эти товарищи зелененькие, а конкретно, хоп, выбили. Запорожье в огне. На моей родине заправок скоро не будет. А Печнянский район ни одной нету. Диканьковский район, там скоро вечера будут без света, близ Диканьки. Вот. Ну, то есть и без топлива. Ну вот приблизительно такая картина. А он несется дальше, он же несется в цель. И предприниматели приходят к Корецкому, он говорит, ну мы вам ничего компенсировать не можем, можем помочь подыскать склады. Они ему говорят, ну так это что, до следующего удара? Давай мы склады построим, поставим в Польше, Словакии, Венгрии, будем делать гуманитарные коридоры. А я понимаю, что это фактически уже разбита полностью экономика, логистика, а страна превращена в полигон, страна превращена в дикое поле. Почему? Потому что налоги будут платить тогда где предприниматели? Понятно, в Словакии, Польше, Венгрии, ну где склады будут. Логистику продвижения колонн этих, да, ну гуманитарных, убивать будут. А раздавать как? Где? Что? Прямо с машин? Как во Вторую мировую? Ну все, приехали, приплыли. А ни одного слова о мире мы не слышим. Просто не слышим. Ну, вернее, мы слышим, нам это говорят, но мы понимаем, что это все иллюзия. Это очередной воздушный замок, который рухнет завтра, послезавтра и так дальше. Уже не едет Витков и Кушнер.
Ну, то они ехали, то они заблудились, то они не доехали. Все. Вот такая история. Говорят, что какой-то контакт был в Сербии, Не, как-то... Александр, не было звука. Нет, ну смотрите, говорят, что какой-то контакт был, да, в Сербии. Вот эта страдальческая фотография, где Вучич обнимает Зеленского, прям как, я не знаю, прям прижимая к груди, что там перед этим был кто-то с российской стороны, да, и есть какие-то такие тайные коммуникации. Только по факту мы видим, что никаких договоренностей пока, по крайней мере, не светит. Более того, такое ощущение, что, в общем-то, тех, кто только откроет рот о мире, ну, собственно, сразу лишают, ну, ярлыки вешают и лишают всякого права говорить во всеуслышание. Вот вам ярчайший пример. Боже, сколько, вот, что только не было с этой Олей Поляковой. Она уже и на и Гончаренко ходила на ТСК. Она уже и в Юрмалу съездила, ее там рассказывают, как она там напилась и пела на русском языке, вот это вот все. Там, конечно, герои были Потап и Настя вместе с Галкиным и Пугачевой, но и она же там отметилась. И вот она Ну да. возвращается, понимает, что беда-беда, что-то нужно делать. Ну и возьми и выкати тираду о том, что украинцы в клетке, это все ТЦКшники подлые, понимаете? И как бы вот и голос начинает этот звучать. Голос о том, что нужно что-то делать внутри страны. Вот тут вот возникает вопрос, вот не пора ли вот сейчас, чтобы потом, вот послезавтра, не было поздно заявлять в открытую о проблемах и о том, что уничтожается не только там инфраструктура, не только бизнес теряет, а в принципе Украина Страна уничтожается. и люди. Люди и страна уничтожаются. И уничтожают ее целенамеренно. Есть внешний фактор уничтожения, а есть внутренний фактор уничтожения. И внутренний начинает перевешивать внешний. Вот это вот страшно. История с Поляковой очень показательна. Оля рассказывала, поддерживала, любила, чуть ли не в зеленый зад целовала диктатора и узурпатора Зеленского. А тут сказала правду. Мышей назвала мышами, в которые наш народ превратили. Бусификацию назвала бусификацией. Беспредел беспределом. И говорит, в самом худшем отношении совок строят. Ну, боролись с совком, а построили в самом худшем, ну, варианте. В Советском Союзе, наверное, многих вещей, ну, которые внедряет этот советский еврей, ну, который возглавляет страну, не было. Ну, не было. Полякова это сказала вслух. Тут вылезли форса, шмурса, всякие шакалы забронированные. Они же воевать не идут, а с экрана рассказать Полякова предатель, Шелест негодяй, Мосищук такой. Ну, то есть это, ну, я скажу вам так. Я поддерживаю в этой ситуации абсолютно Полякову, потому что она сказала правду. Она концлагерь назвала концлагерь. Надолго ли ее хватит, это вопрос другой. Но я готов поддерживать всех, кто будет говорить правду. Это, кстати, показатель. Режим начинает сыпаться. Дело в том, что когда заговорил шоу-бизнес, а это не первый случай, у нас есть Настя Приходько, которая, в отличие, кстати, от Поляковой, не вылизывала, да, там никому ничего. Она первой сказала, притом ярко сказала, прямо сказала, назвала вещи своими именами. Теперь вот Полякова, то есть процесс пошел. А когда шоу-биз, и Зеленский это должен понимать, это часть его, это часть его жизни. Когда шоу-биз начинает, ну, поворачиваться,
то к краху режима очень близко. Нет, ну здесь действительно, здесь очень такая показательная история, что нужно не просто там поворачиваться, а тут вопрос кто, как, да, они же все молчали, то есть по поводу Ну да. ТЦК. Все же молчали, все в тряпочку это делали. Здесь очень важно успеть. Это маркер того, что что-то в обществе, в общем-то, нагнетается и Конечно. нарастает. Сейчас пойдет, ну, вот увидите. Я думаю, в следующий вторник, ну, когда мы будем записываться уже. Я, правда, тоже в отпуск хочу хоть на неделю уйти. Это самое. За Поляковой очередь стоять будет. Поверьте, Александр, еще вам будут звонить, мне будут звонить, говорить, а возьмите у нас интервью, а мы хотим правду рассказать, а пофиг, что вы подсанкционные, ну, все. Процесс начинает двигаться. Тут вопрос другой. Как будет играть противник? Ну, для меня противник, что внешний враг, что внутренний. Ну, в данном случае о внутреннем противнике. Как он будет играть? Если он начнет двигаться и трогать артистов, ну, как там приписывают Колчаку, что артистов, проституток и кучеров не трогать, выражение. Если он тронет артистов, то пойдет процесс уже необратимый. Это раз. Второе. А если сейчас еще кто-то скажет, а партия войны будет дальше грызть, заставлять чуть ли не на колени, ну, как они умеют, да, ставить. То есть тут сейчас будет зависеть от реакции. Если они, ну, что, ну, сошла Оля с ума, ну, наговорила чего-то, ну, давайте не реагировать. Это одна история, которая им может и выгодна. Но другая, мы уже видим волну. Янина Соколова, Форсаж, все, вот, картоночники эти. Вот это, кстати, ж объяснение, почему не было девизов против ТЦК, не было за мир, да, призыва, лозунгов. А ответ очень прост. Ну, это ж на Сырского поорать можно, папа Сорос разрешил. А на ТСК не, потому что это преступная организация, которая держит в страхе народ, что дает возможность сохранять режиму при власти, режим при власти благодаря этому. Поэтому, ну, Александр, я думаю, что мы являемся очевидцами, свидетелями исторических событий. В отношении, что надо все помнить, всех знать, конечно. Забывать ничего нельзя. Надо четко понимать, помнить, знать, но в то же время надо и поддерживать тех, кто находит в себе смелость говорить. Их будет тогда больше, больше и больше. А это каждое вот такое выступление, это как пуля в этот режим, в Ну, диктатуру. вы понимаете, тут многие высказываются о том, что главный, да, инициатор подобных каких-то серьезных изменений могут быть только военные. Вот сегодня приходит новость о том, что бойцы 121-й бригады ВСУ публично обратились к Дропатому, потому что у них нет, они там на запорожском направлении, у них нет ни воды, ни еды, ни ротации, ничего. Ну и, собственно, заявили, что им вроде как обещали, что поменяют через месяц, но продуктов нет по трое суток, по неделе нет. Командование бригады заявило, что продолжает все, конечно, принимать необходимые меры по определенному графику. Ситуация сложная. Мол, информация, которая озвучена в обращении, не отображает всех обстоятельств. В то же время, конечно же, сообщает Генштаб, что да, там все на контроле. То есть пытаются гасить. Это первые пожары уже конкретно Дропатова. Сейчас тут разворачивается очень интересная история. Там, сможет ли он зама себе назначить? Сапко есть такой. Ох, какой нерадивый. Как оценить ну, вот, отражение там, бурлящего тыла с пустыми полками в известных супермаркетах? Пустыми, потому что логистики нет. Сейчас вот заявили, что 15-20% хлебопекарень в Украине
ну, отсутствует, выбито, нет, собственно, А разрушено. еще и Там. остановятся, потому что электроэнергии, газа нету, ну и так далее, и так далее. То есть, Э, как этот тыл, страдающий от политики комика Камикадзе, отображается на армии сейчас, учитывая вот эти недавние перестановки. И тут казалось бы, ну что там тот Дропатый, да, сколько у него там времени было? Да нет, уже пора как бы немножко и понимать, а чем Дропатый лучше Сырского. Понимаете, пока я вижу со стороны Дропату только одну. Замену фигур, замену задниц в креслах генеральских. И все. А система не меняется, ничего не меняется. Поэтому пока не вижу особой разницы, кроме замены задниц в креслах генеральских. Никакой разницы между ним и Сырским пока не вижу. Это раз. Это то, что касается Дропатова. То, что касается военных, ну, я бы, во-первых, не преувеличивал военных как фактор партии войны. Нет. И вот это обращение, о котором вы говорите, яркое этому подтверждение. Я скажу вам, что я общаюсь с многими военными, которые на фронте, и они хотят мира и остановки этой проклятой войны намного, намного больше, чем многие тыловые. Потому что они гниют в этих окопах. Им летит в голову пуля. Они страдают без воды и еды, как вы говорите. И поэтому они понимают цену войны и цену мира. А когда забронированный шакал Фурса сидит в студии и говорит, вот это вот там негодяи, подонки, это там Полякова, еще кто-то и тому подобное. Так ты сними бронь и пойди на фронт. Тот же господин Стерненко. Ты не просто рассказывай про русорис, а пойди на фронт, покажи, как воевать. Лачен ходит задницу молодую, молодой, здоровый, больше 25 лет, да всех хапают, бусифицируют. Тут два охранника, кабаки, кашка-малашка. Ну, я дико извиняюсь. Ну, эти все пропагандоны войны, они должны и понесут ответственность после падения режима точно так, как пропагандисты Геббельса. Они мало чем отличаются. Ну, смотрите, по поводу, давайте тоже так, пьем немножко водички, чтобы поддержать себя, это я по поводу 121-й бригады. Кризис на самом деле налицо. И опять-таки, да, то есть, что, чего добилась предропатом украинская армия сейчас? Вот же возникает вопрос. Вы говорите, перестановка кровати. Нет, сейчас возникает очень серьезная потребность и необходимость решать основные задачи на фронте. Есть мнение, причем это объективное мнение, ссылаюсь на французских экспертов, ссылаюсь на немецких, отдельных, правда, да, это потому что там это не мейнстримная тема в Германии в отношении там критики ситуации на фронте, именно военных. Они говорят, ребята, ну, то есть на грани все, все очень и очень на грани. Откуда тактика выбивания целых общин АЗС? Так вот от этого же. Вокруг нагрузка, дефицит сказывается на военных. Откуда тактика выбивания Одессы, сухогрузов, топлива? Вот это вот отсюда же. То есть вполне себе ну, как бы украинский солдат может воспринять и как бы прийти к тому, что это будет новая норма, простите, не есть неделю и растягивать там бутылочку воды, потому что чтобы хоть немножко, хоть как-то там сидеть и, в общем-то, отражать, запускать дроны и что-то делать. И это конкретный вызов военный. Вот же в чем вопрос. А способен ли сейчас Зеленский в своем вот этом положении политическом на какие-то военные решения? То есть на мирные решения не способен, вы об этом как бы нам сказали в самом начале.
Ну так, а есть же какие-то военные решения. Потому что можно сколь угодно там сейчас, в общем, биться головой об стену и говорить о том, что смотрите, склады Wildberries там отправляют катушки оптоволоконные, какие-то там еще вещи для армии. Это типа а-ля военная цель. Плюс мы же как бы жертва. Мы можем бить, мы можем принуждать хоть как. Погодите, нужны какие-то военные действия. А вот чисто военных действий мы пока не наблюдаем. Увидим ли? Смотрите, давайте не ожидать от Зеленского и от его зеленой комарилии никаких решений. Лучше, самое лучшее решение для них было бы сбежать. Но они этого не сделают, потому что боятся, их придется гнать. А говорить надо о решениях, которые приведут к миру. И я очень призываю всех людей мира, людей, которые выступают за остановку этой проклятой, как там Кузьма пел, проститутки, суки войны, это самое, я всех призываю начать говорить о мире и о условиях мира. Знаете, когда выходит представитель Российской Федерации и говорит, всем давно известны первопричины конфликта, без устранения каких остановить войну невозможно. Выходят в Киеве и говорят, нам неприемлемо то, что требует Российская Федерация. Так давайте мы поговорим. И говорят только о территориях. Вы заметили, Александр? Только о территориях говорят. Донбасс туда, Донбасс сюда, Кемская волость, ну и так далее. Но на самом деле давайте прямо говорить о том, что необходимо, чтобы привести к миру, к мирному процессу и почему идет война. Ведь война идет не за территории, мы их теряем все больше и больше. Ну, например, язык общения. Так не надо ничего придумывать. Надо снять с гвоздика Конституцию и ее начать выполнять. И убрать все нормы законодательства, которые ей перечат. И никакого языкового вопроса сразу в стране не будет. Будет это шаг к миру? Не только к миру с Российской Федерацией, а еще и миру внутри Украины. То же самое с церковным вопросом. Ну не надо ж никакие законодательства принимать, правильно? Не надо. Потому что все написано, просто надо выполнять и все. Исторические вопросы, да, надо раз и навсегда закрыть гештальты, которые нельзя открывать. Есть вопрос серьезный. Вопрос, который я считаю, я сам это не раз говорил, своей самой большой политической ошибкой, это внесение в Конституцию положение о стремлении в НАТО. В НАТО никто не принимает. Само по себе положение не рабочее. Ну, его тоже технически надо убрать. Это легко сделать, кстати, обратившись в Конституционный суд. При желании. Потому что это решение перечит Конституции как преамбуле, где говорится о позаблоковости, так и декларации о государственном суверенитете, документе, на котором наша государственность как бы приобреталась, строилась и так дальше. Но главное же не просто убрать с Конституции, а главное прекратить строить антироссию. Прекратить понимаете, тут же еще главный вопрос. Вот те, кто строит антироссию сегодня, они завтра будут антиевропу строить или антиамерику. Они не Украину хотят строить, а анти-что-то. И на этом зарабатывать. И на этом делать, грубо говоря, гешефт. Так а почему за это платят до сих пор? Ну вот опять-таки, мы когда вот первую часть нашего разговора так достаточно серьезно навернули, что есть проблемы. То есть это не просто есть проблемы, когда
Пятая часть хлебзаводов не работает, когда выносятся, когда пустые полки на прилавках, когда сейчас вот 4 сентября введут 2000 гривен, и вот эти там шрифт переделают и так далее. Все прекрасно понимают, что это колоссальные проблемы и убытки. Если посмотреть со стороны российской стороны, да, Российской Федерации, можно тоже там смеяться над Путиным, который говорит, там пули летят, в общем, надо реабилитировать. Так смешно было всем украинским пабликам. Но дело это не в этом. Это серьезная война, серьезное противостояние. Но расчет на что? На то, что убытки перекроют вот эти вливания. Что имеется в виду? Что нужно будет для того, чтобы плюс-минус хоть как-то поддерживать территорию, больше гораздо денег, нежели на ней воевать. Чтобы как бы экономика полигона, ну, кредит с дебетом не сошлись, и, в общем-то, Запад принял решение спускать все на тормозах, там, на условиях России, около условий России, в общем, то, что может сторона российская представить. Вот что, какие расчеты у нас? Смотрите, у нас нету никаких расчетов. Вы очень правильно все охарактеризировали. Страну превратили в камикадзе, направили на цель, и она несется с огромной скоростью туда. Поэтому, когда я говорю о необходимости возврата к мирному процессу, начала серьезного мирного процесса, и при том не какого-то там перемирия, не какого-то там мира на год, ну, фактически нам надо вечный мир. Нам надо твердый, постоянный, с гарантиями. А гарантии невозможны. Ну, давайте честно скажем, посмотрим друг на друга, посмотрим в зеркало. И давайте честно скажем, невозможны односторонние гарантии. Гарантии, которые нужны Украине, это гарантии от России и от Запада. И единственными, мое мнение, единственными подобными гарантиями могут быть экономические проекты, которые будут связывать Россию, Украину, Европу, США, Украину, Россию. Вот это вот гарантии. Все остальное это от лукавого. И все вот эти вот нам надо потужнее, гарантии НАТО. Где эти гарантии? Кто их видит? Это раз. Второе. Война вышла на такой уровень, что столкновение серьезных государств приводят к патовой ситуации. Посмотрите на Персидский залив. Ну, погодите, там все нормально. Там Нет, так все же говорится, рассказывали, подождите, Трамп, сейчас Трамп вышел, придет, Трамп, разорвет, подождите, порвет. Трамп выходит и говорит, если б я не сделал то, что я делаю, вы бы сейчас этих всех иранцев, вот этих перцев, называли бы господами и кланялись бы перед ним. А так, смотрите как. Ну, не получается военным путем, говорит, это экономически. Там сейчас они вчера, сегодня считают убытки. Там 13 миллиардов, вы нам, там вы. Ну, понятное дело, что нужно Трампу как-то вынырнуть из этих математических просчетов. Опять-таки, это же поразительно. Я же, в принципе, об этом задавал предыдущий вопрос вам, Игорь Владимирович. Ну, математика. Трамп понял, что ага, ну, то есть военным путем есть издержки, есть убытки, и он выкатил счет. Ну, почему взять и вот эту, условно, там, формулу вечного мира, давайте так ее назовем, да, по Игорю Мосейчуку, взять и с конкретными цифрами. Ага, у нас вот такие убытки, вот тут такие убытки Россия понесла, вот тут такие, друг другу выставили счет, и уже давайте в экономической плоскости, ну, что-то предпринимать. Это гораздо более действенный механизм. Ну, у Трампа, конечно, это все комично выглядит, тем более, что он сегодня Александр, бомбит, смотрите, завтра не ну бомбит, давайте но тем не менее. посмотрим на три примера, ну то есть приземлимся, на три примера посмотрим. Тольятти. Самый большой на территории Российской Федерации завод по производству аммиака. Да, поврежден аммиакопровод, но подлежит быстрому восстановлению. Припортовый в Одессе, который запустил, это оживит целый регион, это принесет деньги России, Украине. И потребитель же, знаете, кто на международном рынке аммиака самый большой?
Правильно, США и Ближний Восток. Прекрасно. Прекрасная модель, по которой можно работать. Дальше. Буквально у меня лежит, я вам, по-моему, показывал в эфире, документ о том, как украинский ильменит, из которого делают титановую губку, через чешские прокладки продается в Российскую Федерацию. Ну, по получению, у меня есть документ Российская Федерация. А может, это можно делать, ну, прямым, без чешских прокладок путем и развивать авиастроение там, и титан продавать, и продавать запчасти с него. А может, газ в Европе, вот стабильность, как убрать от власти, я даю рецепт, глобалистов, неотроцкистов в Европе. Да очень просто. Мир в Украине, запуск ГТС дешевле на 100 евро для европейцев газ, ну, дома, в платежке. И все вот эти мерцы, шмерцы, макроны в небытие. В небытие. Все. Вот реально вещь, которую глобалисты боятся. Вы правильно говорите. Есть математика экономическая, которая может показать, как это все развивать. А есть страшная арифметика войны. И мы должны убедить украинцев, наших соотечественников, сесть и посчитать. Это, знаете, для школьника даже это страшная арифметика, она доступна, то есть взять калькулятор можно посчитать. Давайте сравним территорию Российской Федерации и территорию Украины. Давайте сравним количество населения в Российской Федерации и в Украине. Давайте сравним объемы промышленности в Российской Федерации и в Украине. Давайте сравним бюджеты. Несравнимые вещи, несопоставимые. И даже если 1 к 1, а у нас не выходит 1 к 1, ну не у нас, а у Зеленского, бить там по инфраструктуре и тому подобное. Мы 1-2 Украина выбивает там торговых центров или логистических, или НПЗ. А тут выбивают 18 в одну ночь. Понимаете? А самая страшная арифметика это по возврату тел погибших. Я думаю, что это надо просто увидеть. Плюс до того, можно взять статистический, среднестатистический городок в Российской Федерации, ну, где проживает там 60 тысяч населения, например. И такой же городок в Украине. И сходить на кладбище в том городке и в Украине. И я думаю, что в шоке будут наши украинцы и поймут, что их просто утилизируют, фактически, превращая страну в дикое поле, в полигон, с которой можно будет там что-то потом загнать каких-то рабов, мигрантов, вырастить что-то, выкопать что-то, а украинцев не будет. Вопрос мира – это не просто вопрос существования государства. Государство становится антинародным. Я тут с Кость Петровичем согласен. Сегодня читал его Бондаренко пост, он очень правильно написал. Государство становится антинародным, но вопрос же не в государстве. Вопрос в людях, а людей утилизируют. Ну, прямо надо сказать. Отправляют на тот свет. И либо мы останавливаемся, либо мы входим в мирную повестку, либо все. Это вопрос
Ну хорошо, а давайте вот смотрите, будущего вы, наших детей. вы сфокусировались на том моменте, что вечный мир, давайте там. Хорошо, а что такое все? И почему к нему так, спотыкаясь, бежит украинская элита? Ну вот говорите, либо все. Ну, Окей, давайте тогда во-первых, это обрисуем, не элита. ну как, элита в Во-первых, я кавычках, да. прошу не Ну, называть давайте так. зеленых гнид и других цветов гнид элитой. Это Верхушка. псевдоэлита. Верхушка, давайте так возьмем. Да, верхушка, псевдоэлита, как угодно. Ну, во-первых, Александр, элита, если идет война, вместе со своими детьми впереди войска, вот это элита. А когда дети по Сан-Морицам, Монако и так далее, а они на кассе сидят в Киеве в бункере, то это не элита, это упыри при власти. Хорошо, вот давайте обрисуем вот это все. Ну, все. Ну, смотрите, чем быстрее наш народ лишится этой псевдоэлиты, которая ведет его на убой, тем быстрее мы сможем реализовать проект мира, проект вечного мира, проект существования, вопрос существования людей, народа, украинцев как народа, как нации. Потом уже существование государства. Мы теряем народ, а остатки превращают, как правильно Полякова сказала, в мышей. Нация мышей, ее выражение. Остатки когда-то гордого народа, который ну, просто есть чем гордиться, и который реализовывался в веках во многих государствах и везде, превратили в нацию мышей. Вот и все. И Ну, если не удастся привести в чувство мыши людей, то камикадзе достигнет, произойдет взрыв. Или его подобьют на подлете. Ну, где-то. Камикадзе подобьют просто на подлете, чтобы не навредить себе много. И все. Вот поэтому я и говорю, вопрос не в Поляковой. И вопрос не это самое. Вопрос в том, что любой, кто сейчас будет говорить правду, его надо поддержать. И эту правду надо просто расшаривать, чтобы превратить это в цунами, которое снесет эту зеленую гниль, ну и другую прилипшую, потому что там не только зеленая, там хватает. Я смотрю на этот парламент, понимаете, на эти опросы. Вы же видели опросы? Опрос в середине партии войны. А мне кто-то говорит, да там же есть там партия за жизнь, за мир, Юрия Бойко. А я говорю, да подождите, Юрий Бойко and Company – это политические власовцы. Их взяли в плен, и они согласились, они предали своих избирателей и согласились служить партии войны. И они больше голосуют даже за решение Зеленского, за военные решения, за все. Они дружнее голосуют, чем тот же там Голос Соросяцкий или какие-то там Петра Алексеевича, тоже элементы партии войны и тому подобное. Это власовцы, это политические власовцы. ну, других нет, понимаете? Нет, другие есть, но они Ну, либо в а тюрьмах, где эти либо в другие? эмиграции, под санкциями и так далее. Другие есть, те, кто не согласился режиму служить, они есть. Но они либо в тюрьме, либо под санкциями, либо в эмиграции. Игорь Владимирович, ну, смотрите, тут же какая история. Опять-таки, я когда прошу обрисовать вот это вот все, то, что вы емким словом из 3 букв назвали, да, тут же очень важно понимать, ну вот, так не бывает, чтобы никак не было.
Вот сегодня приходит новость, потрясающая же новость. В Роттердаме с кладбища Кросвейк сообщает целый офис президента. Выкопали Коновальца, ну, эксгумировали, и готовят его в Украину. Ну, то есть, еще раз, Зеленский с, собственно, вот этими зелеными и разного другого цвета гнидами нам формируют какой-то, ну, вот, какую-то перспективу. Сказать, что они никакую не формируют, это вранье, потому что не бывает так, чтобы никак не было. Как-то будет. Вопрос вот как? Как вот вы Ну, видите? смотрите, я хочу сконцентрировать, вот, я так понимаю, мы финалем уже, я хочу сконцентрировать внимание по этому вопросу на двух направлениях. Я хочу, во-первых, обратиться к сторонникам Коновальца, что, наверное, пора этой зеленой гниде вышибать мозги, потому что на самом деле это надругание над телом, над памятью человека, которого вы уважаете, считаете вождем, его так в ОУН называли. Вот. Это надругание. Это просто надругание. Есть большая критическая масса людей, поклонников Коновальца, которые считают его сегодня в 21 веке вождем и готовы повлиять на Зеленского? Ціла третя штурмова бригада. С белым Александр, я вождем. знаю вещи, которые я говорю. И не только. Это самое, ДУК «Правый сектор», Украинская добровольческая армия. Вот над телом человека, которого вы считаете вождем, глумится зеленая гнида. Сейчас привезут остатки, в болото погрузят, и все. Это с одной стороны. Теперь с другой стороны, общеукраинской. Смотрите, пантеон надумал строить Зеленский. И надумал он его строить в Киево-Печерской лавре, которая, будет разрушена, а второе, поругана, потому что Коновалец, Мельник, они не были православными. А с утра, я так понимаю, Киево-Печерская лавра была третьим земным уделом Пресвятой Богородицы и православной святыни. Это я не говорю о исторических, ну, разных, да, там аспектах, но я говорю конкретно о моменте отношения к вере, о моменте отношения к праху. Вове Кладбищенскому наплевать на Коновальца, на Мельника, на всех на свете. Он на кладбищах пиар делает. На кладбищах, которые сам создает, утилизируя украинцев. На трупах, которые привозят это самое и так далее, и так далее. Ну, остановите это безумство, этот пиар кто-нибудь. Давайте вместе остановим это безумство. Это, ну, это переходит уже, это не между добром и злом, это даже далеко за. Поэтому, ну, уничтожение лавры. Ну, вот представьте себе, они хотят перевести прах Нестора Ивановича Махно. Я дико извиняюсь, гуляй-поле просрали, а прах привести хотят. Но, как известно, Нестор Иванович был богоборцем. Как его можно похоронить в пантеоне Киева, в Киево-Печерской лавре? Ну вот, можно относиться к Махно хорошо, плохо, но есть же какие-то вещи, которые, ну, просто. Если вы не дружите с головой, с учебником по истории, с логикой какой-то, то идите нахер от власти. Ну, они же уцепились, они же там за это корыто, за этот золотой унитаз готовы нацию спустить, утилизировать, убить.
Поэтому для меня вопрос всех этих перезахоронений и все, что делает Зеленский, это зло. Это зло. В историческом плане это зло. В плане веры православной это вообще зло зла. Он уничтожает все, к чему прикасается. Игорь Владимирович, тут такой момент. Вот вы, ну, опять-таки, понимаете, не хочется как-то... Хочется какую-то надежду дать, да, в конце. Вот вы так обращаетесь, давайте, остановите, сделайте что-то. Давайте Тут вместе делать. вместе делать. Надежда Смотрите, есть. тут есть очень интересная как бы история, которая развивается. Ну, опять-таки, да, очень с точки зрения войны, да. А, Может ли это сделать Россия, не может ли это сделать Россия? Похоже, что нет. Потому что Россия может только там продвинуться, победить и разбить, и навязать свой какой-то порядок, свой взгляд. О том, какие в России взгляды, это тема отдельной беседы, вот эти надкусанные яблоки на выборах, то, что там вчера Ну все да, шумели. смотрите, я абсолютно не являюсь, вы это знаете, сторонником либеральной идеологии. Я не являюсь поклонником партии Яблоко, но я считаю, снимать ее с выборов, это дать пример Зеленскому, не допустить никого от партии мира до выборов в Украине. Вот, Нет, вот, вот. подождите. Ну а кто первый начал запрещать вот это направо и налево все партии? Да он же и начал, Да. а тут еще и такой... ну, Нет, опять-таки, я был просто поражен, насколько вчера визжали с вот этого, там, молодежь пришла к этому Верховному суду, там, им там постарше вояки рассказывали, как они будут в военкоматах, убирайтесь там за 3 минуты, и как это смаковали. Кто смаковал? Кто? Люди, у которых позапрещали, там, куча же партий запрещена. Нет, они пророссийские, что все прям пророссийские. Смотрите, Александр, абсолютно. Вот тут я с вами, ну вы просто зрите, как говорится, в корень. Смотрите, кто возмущается, кто радуется, кто говорит, посмотрите, какая диктатура. Те, кто в бус запихивает, бьет, ломает ребра, выбивает мозги своим соотечественникам, соотечественникам. Тот, кто довел экономику страны до, ну, не то что руины, а уже гиперруины. Кто радуется? Да, там, где запретили все партии, там, где книги сжигают, там, где Гоголя с библиотек приходят, забирают. Нету более украинского писателя, чем Николай Васильевич Гоголь. Никто. Я вам скажу так. Ну, для тех, кто не путает Дмитрия Донцова с Дарьей Донцовой, скажу так, это самое, человек, который считает главным идеологом украинского национализма, Дмитрий Донцов, сказал следующие слова. Не один з україномовних письменників так не оспівав дух тієї старої козацької України, як це зробив Микола Гоголь. И эти уроды говорят, он москальский, он не такой, он не сякой, и все. Понимаете? Поэтому о позитиве, потому что уже действительно надо финалить и бежать. Скоро Мосичук опоздает. Этот самый. Дело в том, Александр, что главное не поедать один другого. Партия мира, условная партия мира, это же не партия в понимании политической партии. Партия мира, люди мира должны объединяться и должны поддерживать каждого, кто прозрел, кто, возможно, ошибался, кто вылизывал, но потом сказал правду. Процесс должен идти. Мы должны объединиться, снести эту гниль зеленую, а потом разойдемся по партийным квартирам идеологическим, будем спорить, кто захочет. Я, например, не уверен, что я захочу.
И это самое, и будем жить. Вот так вот. Ну, чтобы жить, надо еще выжить. Действительно, времена сложные, и, в общем-то, скандалы там, это же тоже там, это если разбирать, это же прям, это же смак просто. Стефанишина, картонки, Кривонос говорит, следят за нами СБУшники. Это вот такая арт-подготовка новой пленки, новой порции пленок. Тот Да. хриплый голос, который, вот, собственно, мы обсуждали сколько раз, что он там есть, который нелицеприятно высказывался Не, об ну сказал украинцах. же директор НАБУ, мы не знаем, кто такой Вова Кладбищенский, мы пленки не печатали. А Но кто их голос слил? есть, понимаете? Но голос-то есть. А кто их слил? И вот этот голос, наверное, вот будет некой кульминацией следующей истории, которую обязательно мы с Игорем Мосейчуком обсудим. Причем я так понимаю, что считанные, ну давайте не дни, ну давайте так, недели, там, Это третий неделя-другая. этап дворцового переворота, о котором я говорил, который проводят соросята. Получится он или нет, я не знаю, но то, что они его запустят, у меня сомнений нету. Смотрите, но самое главное в другом. Вот я вчера прослушал вот этих двух товарищей, которые за борьбу с коррупцией отвечают, я имею в виду там Кривоноса и Клименко. И понял, ну мало того, что ну, ничего не расследуется, ничего не делается, исключительно преследуется, это не правоохранительный орган, а преследуются политические цели. Я вчера публиковал журналистское расследование и отправил заявление в НАБУ, кстати, и БЭП. Ну, чтобы вы понимали, страна горит, стране не хватает электроэнергии и тому подобное. А есть такой гражданин Вадим Лейвин, местечковый олигарх на Хмельниччине. Он построил биозавод, который вырабатывает электроэнергию и продает гарантированному покупателю, то есть государству, госпредприятию. Ну и потом оно идет в сеть. Так вот, до чего додумались. С Хмельницкой АЭС берут, через одно его предприятие заводят, прогоняют через конвектор этого завода и продают по зеленому тарифу в стране. Но это никто не видит. Да, друзья, больше подобных материалов обязательно у Игоря Мосейчука на телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь. Также подпишитесь на YouTube. И, конечно же, принимайте самые такие добрые слова от нас с Игорем Владимировичем и приглашение на следующую встречу. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр, спасибо нашим уважаемым зрителям. Друзья, давайте реально прекратим один другого поливать грязью, оскорблять. Давайте как-то снизим противостояние внутри, а направим всю энергию на то, чтобы снести гниль эту зеленую и примкнувших. И действительно начать жить. Друзья, подпишитесь на канал Шелеста, лайк, репост, комментарий этому видео, и будет вам счастье. И будет нам всем мир. И будем жить, друзья. Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Немножко, понятно, в другом формате, где-то есть вопросы там с качеством, еще с чем-то. Но самое главное, что мы были услышаны. Напишите в комментариях, что думаете по поводу всего того, что мы обсудили. Ну и самое главное, всем добра и света. Увидимся. До свидания.